Экхарт Толле – немецкий писатель и духовный оратор. В 2011 году он занял первое место в списке Watkins Review как самый влиятельный духовный учитель в мире. Экхарт Толле пользуется широким признанием как один из самых оригинальных и вдохновляющих духовных учителей нашего времени. Он путешествует и передает учения людям по всему миру. Экхарт является автором бестселлера «Сила момента сейчас». Эта книга была впервые издана в 1997 году тиражом 3000 экземпляров. В 1999 году переиздана большим тиражом. С тех пор она стала приобретать все большую популярность и к 2010 году была переведена на 33 языка и 9 лет возглавляет список самых продаваемых книг по оценкам New York Times. Еще один бестселлер, написанный Экхартом Толле «Новая земля». Экхарт не отождествляется с какой-либо конкретной религией, но он находился под влиянием широкого спектра духовных течений. Друг мой, воздух, которым ты дышишь, это природа, так же, как и сам процесс дыхания. Перенеси внимание на свое дыхание и осознай, что ты не совершаешь его. Это дыхание природы. Если бы тебе пришлось помнить о том, что ты должен дышать, ты бы скоро умер. И если бы ты попытался остановить свое дыхание, то природа одержала бы победу. Начиная осознавать свое дыхание и удерживая на нем свое внимание, ты самым интимным и наиболее сильным образом воссоединяешься с природой. Это действие является исцеляющим и глубоко вдохновляющим. Оно вызывает в твоем сознании сдвиг от концептуального мира мыслей к внутреннему царству безусловного сознания. Вы на канале «Мудрость слов». Приятного просмотра. Ты не отделен от целого. Ты един с солнцем, землей, воздухом. Ты не обладаешь жизнью. Ты и есть жизнь. Никогда не задумывайтесь, почему же человек сделал вам то или иное. Достаточно всегда понимать одну простейшую истину. Обиженные всегда будут пытаться обидеть, счастливые осчастливить. Вот и все. Если вы цепляетесь за старое и сопротивляетесь переменам, значит противитесь естественному течению жизни, и тогда вы всегда будете обречены на страдания. Любите, живите всегда на полную, радуйтесь настоящему, и будущее обязательно будет светлым. Ты сам подкармливаешь свое несчастье, уделяя ему время. Время – это его кровь. Путем осознавания своего глубочайшего присутствия возьми и лиши его времени, и оно умрет. Где бы ты ни был, будь там целиком. Мы забыли о том, о чем все еще помнят горы, растения и звери. Забыли быть в тишине, быть собой, быть там, где жизнь, здесь и сейчас. Что такого очаровательного находят в животных многие люди? Их суть, их бытие не закрыто разумом, как у большинства людей. И когда бы вы не ощутили эту суть в другом, вы также ощутите ее в самом себе. Боль питается только болью. Боль не может питаться радостью. Она не способна ее переварить. Стоит телу боли завладеть тобой, как ты начинаешь хотеть еще больше боли. Ты становишься жертвой или преступником. Ты хочешь причинять боль или страдать от боли, или и то, и другое одновременно. Когда вы с настоящим моментом становитесь друзьями, то куда бы тебя ни занесло, ты везде чувствуешь себя как дома. Когда в настоящем моменте ты не чувствуешь себя как дома, то куда бы ты ни отправился,
Твоими спутниками будут беспокойство и тревога. Многие уже осознают разницу между духовностью и религией. Они понимают, что наличие у тебя системы убеждений и верований, набора мыслей, к которым ты относишься как к абсолютной истине, не делает тебя духовным, какого бы свойства она ни была. Секрет умения жить, секрет успеха и счастья можно выразить тремя словами: единство с жизнью. Единство с жизнью – это единство с тем, что есть сейчас. Первоначальной причиной несчастья никогда не бывает ситуация, но ваша мысль о ней. Признание блага, которое уже в вашей жизни, основа для всего изобилия. Вам не нужно ничем владеть, чтобы чувствовать изобилие. Но если вы неизменно ощущаете изобилие, вещи почти наверняка придут к вам. Изобилие приходит только к тем, у кого оно уже есть. Любить значит узнавать себя в другом. Основная причина горя не ситуация, а твои мысли о ней. Отвращение является негативной формой привязанности. Думая, ты не решаешь проблемы. Думая, ты их создаешь. Решение всегда возникает, когда ты выходишь из думания и входишь в состояние тишины и абсолютного присутствия, пусть даже на мгновение. Тогда немного позже, когда мысль возвращается к тебе, внезапно происходит творческое озарение, которого прежде не было. Оставь чрезмерное думание, и ты увидишь, как все вокруг меняется. В конечном счете, никаких других, разумеется, нет. Ты всегда встречаешься с собой. Только твое умение осознанно преодолевать трудности, а не то, как долго ты можешь сидеть с закрытыми глазами и наблюдать красивые образы, покажет, насколько развито твое сознание. Вместе с осознанностью приходит выбор. Вы можете сказать: «Я позволяю этому моменту быть таким, каким он есть». И потом вдруг там, где раньше было недовольство, теперь чувство живости и мира. И отсюда приходит правильное действие. Доводилось ли вам видеть дуб в состоянии стресса, или дельфина, пребывающего в мрачном расположении духа, лягушку, страдающую заниженной самооценкой, кошку, которая не может расслабиться, или птицу, обремененную обидой? Поучитесь у них умению мириться с настоящим. Мудрость приходит с умением быть неподвижным. Просто смотри и слушай. Больше ничего не требуется. Когда ты неподвижен, смотришь и слушаешь, в тебе запускается неконцептуальный разум. Пусть тишина направляет твои слова и действия. Страдание необходимо до тех пор, пока вы не понимаете, что можете обходиться без него. Хочешь понять, что действительно твое? Отпусти все, и твое останется с тобой. Когда ты отбрасываешь ожидание того, что человек, ситуация, место или предмет удовлетворит тебя,
Тебе проще присутствовать в настоящем моменте, потому что ты больше не ждешь следующий момент. Страх исчезает, когда вы начинаете делать то, что боитесь делать, вместо того, чтобы думать об этом. К вам притягивается и от вас исходит только то, что соответствует вашему внутреннему состоянию. Истинное спасение – это состояние свободы. Свободы от страха, от страдания, от чувства недостаточности и неэффективности и, следовательно, от всего, чего ты хочешь, в чем нуждаешься, за что цепляешься и к чему привязываешься. Это свобода от навязчивого мышления, от негативности и, прежде всего, от прошлого и будущего, как психологической потребности. Интересуйтесь тем, что происходит внутри вас, не меньше, чем тем, что вас окружает. Если во внутреннем мире все в порядке, то и во внешнем все встанет на свои места. Находясь в единстве с самим собой, невозможно даже помыслить о конфликте. Наша жизнь все больше замыкается на воспоминаниях и ожиданиях, поскольку прошлое становится источником идентичности, а будущее – надеждой на спасение, на самореализацию в той или иной форме. Но все это иллюзии. Чем больше вы концентрируетесь на времени, прошлом ли будущем, тем больше сейчас теряете. Теряете то, что ценнее всего на свете. Жаловаться – это всегда значит не принимать то, что есть. Это неизменно несет в себе неосознаваемый негативный заряд. Когда ты жалуешься, то превращаешь себя в жертву. Когда рассказываешь о своем ощущении, проговариваешь его, тогда ты обретаешь силу. Поэтому измени ситуацию, предприняв, если это необходимо или возможно, действие, или проговори ее. Выйди из этой ситуации или прими ее. Все остальное – безумие. На уровне бытия становится ясно: любое страдание – иллюзия. Проблемы – это иллюзии разума. В каждый момент умирай для прошлого. Оно тебе не нужно. Только одно мы знаем наверняка: жизнь дает тебе только такой опыт, который лучше всего способствует эволюции твоего сознания. Как понять, какой именно опыт тебе нужен? Очень просто: такой, который ты проживаешь в данный момент. Некоторые люди злятся, когда я говорю, что их проблемы – это иллюзии. Они воспринимают это как угрозу существованию их самовосприятия. Они вложили очень много времени в это ложное самоощущение. На протяжении многих лет они бессознательно целиком определяли себя в терминах и рамках своих проблем или страдания. Кем бы они были без всего этого? Друзья, не ищите счастья. Если вы ищете его, то не найдете, поскольку поиск – это полная противоположность счастью. Счастье всегда неуловимо, но свобода от несчастья достижима сейчас, скорее принимая то, что есть, чем сочиняя истории об этом. Несчастье закрывает ваше естественное состояние благополучия и внутреннего покоя, источник истинного счастья. С вами был канал «Мудрость слов». И помните,
Мы то, что мы думаем. Подписывайтесь и оставайтесь со мной. До новых встреч!